лопата и топор в багажнике. Вот я вожу в багажнике лопату, потому что у меня задний привод. А тут полный привод. Зачем тебе лопата в багажнике? Неужели бывает так, что ты даже на нем закапываешься? Всем привет! У меня давненько в комментариях просят степ-вагон. Именно первое поколение степ-вагона мы сегодня покажем. Я думаю, это будет правильно, потому что машина простая, машина максимально народная. В какой-то момент это был, по сути, такой единственный адекватный микроавтобус с передним приводом. До того момента, как уже у Toyota исчез Town Ace Ной, а стал просто Ной, уже тоже с передним приводом. Тем более, если учесть, что, как у практически всех японских производителей, у микроавтобуса даже бывал полный привод. Вот у нас как раз полноприводная версия. Зимой, особенно вот в таких регионах типа вот Сибири, Приморья, да, именно полноприводные версии, я считаю, очень популярны. Где горка с горки прямо... Полный привод must have. Ясно понятно, что первое поколение, оно недорогое совершенно, и поэтому, я думаю, популярное, потому что современное какое-нибудь самое последнее поколение миллиона за полтора, почти под 2, взять далеко не каждому по карману, а минивэн нужен очень многим. Семейная тачка есть семейная тачка. Но, ребят, я вам так скажу, у них есть, во-первых, такие распространенные проблемы, как, допустим, слабоватенький кузов, да, и вообще машины очень массовые, и, соответственно, купить именно беспроблемную очень сложно. Ну, вообще, как в случае с любыми популярными семейными тачками. Поэтому при покупке я бы всегда рекомендовал проверить автомобиль через сервис автокод.ру. Кстати, у них очень удобное мобильное приложение. Автокод.ру выдаст отчет и по госномеру, и по номеру кузова. Вообще хорошо подходит для проверки японских праворульных машин, у которых нет ВИН-номера. Я уже, кстати, пошарился по дому, посмотрел, что я действительно вам не соврал. Действительно, ценник у них начинается вообще даже от 250 тысяч, в принципе, можно найти. Но вот как раз именно такую, какую-нибудь совсем недорогую, мы можем даже прямо сейчас проверить. Я вот, например, вижу здесь довольно-таки странное объявление, как обычно, вся не бита, не крашена, но всего за 270 тысяч в Бурятии машина продается. Закажем отчет, посмотрим, правда это или нет. Ну что, вот он прямо-таки ровесник нашего степа, 99 год, РФ-1, такой же самый. Всего 4 владельца за 9 лет, но вот вам не бита, не крашена, 5 ДТП, 5 просто 5 ДТП. Ну, конечно, тут можно порадоваться тому, что он никогда вроде бы не таксовал, и ни в каких розысках, ни в такси, ни в лизинге, никаких утилизаций и штрафов даже, на удивление, нету. Кстати, это получается, что один и тот же владелец долбил его 5 раз? А нет, 2 владельца. Самый первый его хорошенько раздолбил, и следующий его еще тоже подолбил. Но они его, по крайней мере, починили. Первое вообще... Наезд на препятствие. Это что за ДТП такое? Живых мест просто в машине нету, куда она не билась. Так что, сами понимаете, именно вот такие проверки вас уберегут от покупки внешне красивого, но проблемного авто. Кстати, для тех, кто перейдет по ссылке в описании и закажет отчет именно с моим промокодом, тот получит скидку 15%. В любом случае, главное, что нужно знать про Honda Step-Wagon, это то, что машина простая, много имеет трансформации, просторно и с плоским полом. Много места, можно ходить по тачке внутри. Конечно, здесь нет второй двери, да, вот с правой стороны. Этот минус у многих праворульных микроавтобусов, естественно. И я знаю именно вот по этой одной единственной маленькой причине запад страны, России, не очень любит японские микроавтобусы. Я не знаю, у меня микроавтобус тоже имеет одну дверь с левой стороны. И никогда не было с этим проблем. У меня, допустим, если я с семьей еду, с какого хрена у меня семья будет выходить на дороге? Я припаркуюсь по-человечески. Вообще, когда ты ездишь на микроавтобусе, тебя это приучает быть солидным, спокойным, таким плавным водителем, таким серьезным человеком. То есть ты не можешь так выскочить, где попало. Ты должен основательно припарковаться. Все как положено. И поэтому вот этот мне недостаток, я недостатком не считаю. Я вам приложу картинку буклетика, да, вот по первому поколению. Он весь даже оформлен в каких-то детских, семейных каких-то рисунках, такой весь. Реально, вот просто они себя рекламировали как семейный автомобиль для большой семьи с детьми там и прочее. И японский велюрчик, он же у нас всегда считается best of the best. У микроавтобусов, у них практически всегда, вот у меня, кстати, тоже так сделано, то есть велюровая часть, она верхняя, а именно вот здесь, где очень часто подвергается нагрузке вот этот участок ткани, он сделан все равно вот такой вот виниловый, он, ну, как бы, чтобы выдерживал больше нагрузок, потому что вот здесь постоянно будешь, вот,
садиться, вылезать. И это причем и на водительских сиденьях также сделан участок вот таким вот виниловым покрытием. То есть не все целиком велюровое, как в легковушках. По трансформациям бывает, что просто вращающиеся сиденья. Бывает, что сиденье можно еще и сложить к передним сиденьям. Тогда это вообще прям грузовичок вполне себе нормальный. У нас как раз версия так, у которой можно сложить вот эти сиденья к передним сиденьям. Давайте делать грузовик, слушайте. Багажник мне у степ-вагона первого поколения нравится тем, что у него задние сиденья, так же как в моем микроавтобусе, складываются к стенкам вверх. По факту здесь багажник остается реально, ну, нормальный, абсолютно нормальный. У меня, вот визуально, да, у меня в Таунайсе чуть-чуть побольше. Прям буквально чуть-чуть сантиметра. Сейчас я померяю рулеточкой, я прикину сразу, какая разница есть. Но, тем не менее, мне кажется, здесь места хватает. Да, но я же говорил меньше. Здесь всего получается 55. А у меня аж 70 там, что-то типа такого. Сейчас еще перемерю, напишу еще так вот поверх сколько. Здесь тканевое покрытие везде, понимаете? Вот у меня, например, в Таунайсике, да, у него здесь вот именно вот в этих участках, которые вот здесь вот относятся к багажнику, вот эти все кожухи, они пластиковые. Я, по сути, не вожу ничего такого особенно грязного, да, в багажнике. Но, тем не менее, я постоянно умудряюсь чем-нибудь их дозапачкать. А здесь это будет, конечно, сложнее потом очищать. Тут уже надо химчисточкой проходиться. А у меня я просто тряпочкой протираю, и там чистенько остается. Лопата и топор в багажнике. Вот я вожу в багажнике лопату, потому что у меня задний привод. А тут полный привод. Зачем тебе лопата в багажнике? Неужели бывает так, что ты даже на нем закапываешься? А, я знаю. Ты кого-нибудь, чтобы спасти в какой-то момент. Правильно. На случай, если что. Вот эти сеточки у нас есть по факту, да, то есть вот здесь вот на третьем ряду сидений. Мне кажется, это тоже расширяет в некотором смысле объем багажника. Смотрите, какие они большие, а? Запаска под низом, но ее реально не видно. Слушайте, это вот это хорошо. То есть она прям высоко сюда поднята. Бляха, поэтому и нет подполья. Вот оно что. Подполья-то поэтому и нет, потому что она прям высоко поднята туда. То есть у меня вот ее, вот даже я просто стою, я вот вижу у микроавтобуса висит, вон она запаска, ее видать. А здесь ее не видно, когда просто заглядываешь. Она вот эту геометрию дна не нарушает, не ухудшает проходимость, соответственно, да ведь? О, тут, кстати, два рычажка. Можно кругленьким, можно этим. Я кругленьким крутну. Жалко, что нету здесь рельсы, вот здесь вот именно прям по полу, чтобы можно было еще сильнее, допустим, придвинуть. В первую очередь, это, видимо, метод для того, чтобы сюда заходить, назад. Блять. Стас Борецкий. Но так, зима, все неуклюжие. А слушай, я сегодня вообще в стиле Стаса Борецкого. Видишь, в красном даже у меня пуховике. Смотрите, Ян Хулиган что сделал. Я даже не стал складывать, просто так его задрал. Ну так, ну мы же грузовик делаем, да? Все-таки давайте я его сложу. На удивление, сиденья третьего ряда поднимаются изнутри, из салона. Хлястик для того, чтобы положить спинку. И флажок, кстати, я вам даже вот на этом, на сложенном сиденье лучше покажу. Вот, смотрите, он такой желтенький, вот здесь внизу ножки. Но к нему доступ, опять же, из салона именно, а не со стороны багажника. Вот он здесь. Чик, нажал и отцепилась. Вот я здесь тоже раз нажму и подниму. Да что ты будешь делать? Вот вы, кстати, уже сразу видите недостаток, да? То есть, получается, подголовник надо, во-первых, снимать. То есть, без снимания подголовника у нас не закроется дверь. А во-вторых, коротенький вот этот хвостик. Да что ж такое-то? Ну-ка, оп. И он, опять же, крепится на ручку. То есть ручка реально это вот это вообще слабое место. Мне всегда нравится, когда для крепежа сидений используется отдельный какой-то крючочек. Вот у меня в выпендривается Ян, да? Вот у меня в микроавтобусе отдельный такой вот крючочек предусмотрен. А здесь, видите, крепится именно к ручке. Да даже вот, понимаете, это же постоянная нагрузка. Сиденье-то нифига не легкое. Блин, устал, пока сиденье-то складывал, ё-моё. Ну вот так. Перенаправляю вас в ролик про Toyota Alphard, где это все делается нажатием кнопочек. Ну, конечно, разница в цене, да, чуть ли не в 10 раз. Ну, давайте ширину, длину, естественно. Ширина.
1,20 м ширина. Так, вялый кончик сейчас пропихнем. Здесь офигенно, 1,80 м. А теперь, кто не видел выпуск про Daihatsu Hi-Jet, маленький микроавтобус K-Car, зайдите и посмотрите. Там я тоже померил багажник, глубину багажника, то есть до передних сидений. И знаете, сколько там было? 185. То есть здесь 180, а там 185. У маленького микроавтобуса K-Car. Время лежанки? Ага, вот эти так уже не положишь. Ладно, второй тогда не буду трогать, раз оно не сделало нам полную горизонталь. Вот основная часть гладкая. Даже без матрасика сверху можно лежать. Гладкая часть. Получается, вот здесь только бугорок будет. А ну и ничего страшного, сюда надо ногами ложиться. Ноги надо держать выше головы. Это полезно. Ну, как мне, как человеку японского роста, будет хватать, по сути, и двух сложенных задних рядов. Передние я даже трогать бы не стал. Огонь. Меряем рулеточкой, насколько длинный гражданин может поместиться сюда, если сложить и разложить и переднее сиденье. Это нигде габариты-то большого кузова закрались. Они, по сути, все в комфорте передних сидений. Получилось 295, а? Почти 3 метра. Блять, она таки долбанула мне по пальцу, ё-моё. Да, все уже травма производственная, ё-моё. Версия диван, кстати, огонь. Вот так вот, когда спинки сложу. Здесь именно все вот так вот по олдскульному. Мне вот именно такое больше нравится. Когда еще у микроавтобуса панель прямая такая, вот знаете, прямая. Это мне прям сразу напоминает машины из 80-х. Все, вот прям моя любовь. Конечно, мне нравится степ-вагон первого поколения именно еще из-за того, что в нем реально много мест, куда что-нибудь класть. Они, конечно, уже сделали подушки безопасности, вот у водителя, у пассажира, да, еще везде, вот тут всюду не напихано, как вот часто бывает уже у современных, да, машин, но зато, по крайней мере, они всякие места использовали под именно нужные вещи, под кармашки. То есть, когда ты ездишь в микроавтобусе, это вообще воспринимается как домик на колесах. И, естественно, тебе хочется куда-нибудь всякие мелочи класть, чтобы все было под рукой. Чтобы в нужный момент ты раз и взял все, что надо. Не только в джинсах, понимаете, должны быть кармашки под презервативы. Вот вы же должны же понимать. Я скажу так, мне прям ужасно не нравятся его подстаканники. Вот они вроде бы нормальные, да, понимаете? Ну, то есть, они глубокие, такие классные, но... Они слишком близко находятся вот тут к торпеде, понимаете? Если это был бы не вот такой маленький стаканчик, а высокий, пол-литровый стаканчик с пивом, с кока-колой, пол-литровый такой стаканчик, а еще если с соломинкой, вот сюда бы вот так вот вы бы поставили, вот он бы вот так вот наклонно бы уже встоял, понимаете? Потому что он уперся бы вот этой частью. И бутылку пол-литровую воды сюда уже тоже не очень удобно ставить. Она тоже высокая, она вот в эту часть будет упираться, понимаете? В машине одна печка, но она распределяет воздух воздуходувами на все 3 ряда. То есть они есть и под задними сиденьями, под вторым рядом. То есть обдувает вроде бы всех. Но я по опыту микроавтобусному могу сказать, у меня в микроавтобусе 2 печки. Прям вот 2 вот этих, 2 радиатора, 2 вентилятора. И то в наши сибирские морозы задним, ну вот рядам, не особенно-то и тепло. Вот в любом случае все равно вторая печка, она дует как будто бы как-то по остаточному принципу. Гораздо важнее, чтобы у машины нигде не сифонило, чтобы все вот эти резинки были живые, чем вот эти 2 печки. Поэтому если здесь одна печка, ну не так уж все прямо и плохо. Здесь маленький бардачок. Кстати, вот походу
подстаканник такой, но только для стоячего положения. Но здесь можно поставить что-то хоть вот такое. Второй маленький бардачок. У меня в этом бардачке, в Таунайсе, я не знаю, там, блин, грудного ребенка спрятать можно по-любому, блин, границу, чтобы нелегально переехать с ним. Но здесь же, ну вот смотрите, два маленьких бардачка. И причем я уверен, что их суммарная емкость, ну, не равна емкости бардачка, например, ну в каком, кто у нас там современник был? Та же вот, которую мне пишут частенько в комментариях, Mazda Bongo, например. Да я найду эту Mazda Bongo, ну нету вот нормальных, они все гнилые, как сволочи, ну что я поделаю? Здесь бывает экранчик, но бывает не экранчик, как видите. Но вот здесь, вот этот бардачок, мне прям лайк. Вот прям лайк, вот смотрите, он прям... Так, в кои-то веки я померяю рулеткой глубину бардачка. Смотрите, красота какая. Знаете, сколько он глубиной? Он глубиной 14 сантиметров, представляете себе? О как! Ну, как я уже сказал, может быть такое подобие мультимедиа, но это мы же с высоты 21 года рассуждаем, конечно же. В те года люди смотрели на этот экранчик и говорили: вау, как круто, коничева. Но зато я вам сейчас покажу бардачок, которого я не видел еще никогда. Это царь-бардачок, это просто кайф натуральный. Та-дам! Он глубоченный, он большой, он широкий. Конечно, он мог бы еще быть лучше, если вот здесь не было вот этих уголков, да, по краям. Но вот это я понимаю бардак. Вот он реально кажется мне меньше моего автобуса вообще. Я как будто еду просто, вот не знаю, в минивэне. Абсолютно нет ощущения автобусного. И даже как будто ниже сидишь. Мой автобус еще и заниженный, а все равно ощущение, что там сидишь так высоко, а здесь вот легковушка. Ну, я на самом деле скажу, многим именно вот это и нравится на самом деле. Это вот не минус нифига. Самый главный минус и по сути, как по мне кажется, единственный такой серьезный, который может отговорить от покупки, это то, что у него подвеска тоже как у легковушки, понимаете? То есть у него независимая подвеска и спереди, и сзади. Вот я понимаю, зачем независимая подвеска Honda Integra. Я понимаю, зачем независимая подвеска Honda Accord. Но зачем независимая подвеска степвагону? Зачем? Более того, ну ладно, еще спереди они хотя бы уже поставили стойки Макферсона, не рычаги, да? Но сзади-то рычаги. Сзади я тогда посмотрел по каталогу, знаете, сколько сайлентблоков сзади? По-моему, штук 10 вообще, там, как думали инженеры. Это должно повышать управляемость. У вас, типа, и так большая неуклюжая машина. Вы должны иметь возможность ею как-то рулить. Но я, как человек уже который год ездящий на повседневе, буквально на микроавтобусе с мостом, могу сказать так, на управляемость влияют совершенно, ну, в случае, я имею в виду с микроавтобусом, совершенно не тип подвески. Вот у нас... По сути, да, микроавтобус с независимой подвеской. У него большой, все равно больший радиус разворота, чем у моего микроавтобуса с мостом. А почему? Да потому что база коротенькая, а у этого база длинная, понимаете? То есть в случае с минивенами, микроавтобусами, я считаю, сделайте вы сзади балку, две пружины, никаких там горы сайлентблоков, и никто не заметит разницы, честное слово. Зато у вас не будут колеса домиком разъезжаться, знаете, как у CR-V, например, частенько это бывает. Да даже двигателем они с CR-V родственники. Конечно, у CR-V, по сути, чуть ли не самый мощный вариант B20 мотора, но здесь тоже не слабый. То есть 135 лошадиных сил, 150 даже лошадей нету, а машина все-таки минивэн. Машина все-таки минивэн, 7 мест, большая, просторная. B20B. Простой, ремонтно-пригодный, надежный, долговечный, 300 тысяч ходит запросто. Я так скажу, у него нету системы ВТЭК. Но на самом деле этот ВТЭК, вот чем мне нравится, кстати, Хонды, можно замутить вообще без проблем. Можно поставить просто ВТЭКовую голову от B16. Просто ГБЦ. Причем они взаимозаменяемые, прям, понимаете, болтон. Снял одну, поставил другую. Правда, естественно, конечно, нужно уже тогда настройку, естественно, хондовские вот эти тюнинг-мозги хондату, да, поставить.
И можно получить вообще нормальные характеристики с двигателя. Конечно, его придется крутить, но, впрочем, хондовские автоматы позволяют двигатели крутить. Но хондовские автоматы, вот как бы там в комментариях не возмущались, те, которым повезло и у них автоматы живут, у Хонды автоматы все-таки это не самая живучая вещь. Вот с двигателями у них все шикарно получалось. Механики у них просто прям в отличнейшие механики. А вот автоматы вот как-то вот уж извините. Вы просто, если мне не верите, вы просто тупо откройте отзывы в доме и посмотрите, что хондоводы чинят в основном. Подвеска, автомат. Подвеска, автомат. Либо даже не чинят, а просто контрактный ставят. Они, вот, кстати, их плюс, они недорогие на Хонды, да, особенно на старые Хонды. Просто примите как данность. Свапайтесь на механику. Тормоза зато можно похвалить у степ-вагона. У него практически всегда будут дисковые тормоза и там, и там. Никаких этих больших барабанов. Хотя кто-то опять же напишет, а что такого, в чем минус барабана? В эффективности, например. В том, что заколебешься эти колодки менять, если тебе придется. А если он еще и прикиснет, будешь там молотком херачить, чтобы этот барабан отлип. Нахрен. Про Хонды очень часто говорят, что они плохо заводятся зимой. Я даже просто вот на днях был у нас морозец, придавило там в районе 28. И я в инстаграме такой говорю, ну что, народ, кто как завелся? Пачка сообщений пришло именно от хондоводов. Да ни хрена не стартанул, отогрев вызывал там, да-да-да-да-да. А вот этот как раз степ нормально завелся, вот. И мы такие думаем, а почему бы и нет? Пусть в видео поучаствует удачная Honda, да? Вот сейчас он точно должен подключить полный привод. Я думаю, мы уверенно стартанем. Вот я реально сейчас выехал на скользкую обочину. Ну-ка. И даже вот так вот. О, слушай, чутка даже дрифтанули, малеха. Подключился, работает, живая тема еще. Но, однако, я уверенно поехал со скользоты. Вот такая вот тема. Хорошо пошло. Почитал по отзывам, многие говорят, ой, разгон, да вы что, да я за 12 секунд разгоняюсь до 100. Зимой, конечно, мы толком тут не разгонимся, хотя, может быть, стоит попробовать, я даже не знаю, но я не уверен, честное слово. Вот, мы не получим быстрее секунд 15, я вам гарантирую. А я оказался не прав аж на целую секунду, 14 секунд разгон. И ведь это еще же зима, у нас даже не шипешка, а резинка-лепешка. Даже не особо-то хороший зацеп, по сути. Я, конечно, могу предположить, что здесь, возможно, дело в том, что подключился при пробуксовке полный привод и все-таки толкнул машину. Но я же этого никак по приборке не вижу, только так, чисто по жопомерным ощущениям. Но, тем не менее, 14 секунд, слушайте, неплохо. Ну что, в общем, давайте пишите комментарии, кто что думает. Наконец-то я надснял степ-вагон первого поколения, да? Ну, я думаю, машина массовая, я думаю, будет хорошо смотреться, а? Подписывайтесь на канал, рекомендуйте канал друзьям, делайте репосты. Всем пока, лайки тоже не забываем ставить.